Привет, друзья! Хванг Джанг Ли в боевом кинематографе – одна из самых уважаемых личностей. Специализировавшийся почти исключительно на злодеев, он был своеобразным знаком качества для фильма и мог вытащить даже самое безнадежное кино. Хванг родился 21 декабря 1944 года в Японии, но в скором времени перебрался с родителями в Южную Корею. В возрасте 14 лет он начал заниматься тэквондо и добился в этом виде боевых искусств заметных результатов. Параллельно Хванг начал сниматься в кино, сначала в Корее, а потом и в Гонконге. Его пригласили на роль главного злодея в «Тайных соперниках». В том же году Хванг сыграл в смертоносном кунг-фу Брюса, а в следующем поучаствовал сразу в нескольких проектах. Хванг с самого прибытия в Гонконг заслужил уважение киношников и партнеров тем, что в поединках активно и виртуозно использовал ноги. К нему намертво приклеились два прозвища. Это король бойцов ногами, Серебряный лис. Также звали его героя в «Тайных соперниках». Главный успех ждал Хвана в следующем году. Он играет главного злодея в двух эпохальных картинах Джеки Чана. Это «Змея в тени орла» и «Пьяный мастер». На съемках первого из них Хван, увлекшись, выбивает зуб Джеки Чану. Говорили, что ему в то время не всегда удавалось сдерживать удары, чтобы не задевать своих партнеров. Актеру, дерущимся в первой сцене «Пьяного мастера», после боя с Хваном пришлось отправиться в больницу. Поэтому в последующих картинах Джеки предпочитал пользоваться услугами других актеров. Далее Хванг сыграл в 12 фильмах, но среди них не было ни одного хита уровня «Пьяного мастера». В 1981 году снимается в «Игре смерти 2» и «Убийцы под защитой Будды». Последний фильм Хванг сам поставил и спродюсировал, что позволило ему в кои-то веки сыграть положительную роль. Далее принимает участие в 4 фильмах, но ни один из них не становится хитом. Хванг берет тайм-аут и понимает, что эпоха костюмного кунг-фу закончилась и нужно двигаться в другом направлении. Возвращается он в фильмы только лишь на второстепенные роли. В 1990 году Хванг уезжает в Южную Корею и полностью меняет поле деятельности. Он управляет отелем в Сеуле и открыл агентство по найму телохранителей. С тех пор Хванг снялся всего в 2 незначительных корейских фильмах. Свои занятия боевыми искусствами актер не оставил и сейчас уже имеет 9-й дан в тэквондо. Также про актера ходит немало слухов и легенд. Одна из наиболее распространенных касается уличной драки, в которой Хванг убил нападавшего метким ударом ноги. Говорят, спровоцировавший его на бой хвалился своей техникой владения ножом, но невооруженный Хванг быстро доказал ему, что тот несколько переоценил свои силы. Актера, правда, оправдали, списав его действия на самооборону. Несмотря на то, что в фильмах Хванг в основном играл злодеев, у него есть немало поклонников по всему миру. А некоторые из них считают, что его техника ударов ног самая лучшая в азиатском кино. Что ж, с этим трудно не согласиться. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.